Всем доброго, хорошего дня! Я очень рада приветствовать всех зрителей своего канала «Вяжем крючком». Ну а тем, кто интересуется вязанием спицами, приглашаю посетить мой параллельный канал, там, где мы с вами вяжем спицами, и ссылочку на этот канал вы найдете в описании под этим видео. Ну а мы сегодня будем вязать вот такую вот прелесть. Интереснейший узор, он вроде бы как несложный, но требует несколько внимания. В этом узоре 20 петель в раппорте и 4 ряда вместе с шахматным порядком. Связала этот образец я на 100% марсеризированном хлопке. Можно пробовать вязать на каких-либо других пряжах, но больше всего мне пока понравился из хлопковой пряжи. Давайте пробовать вязать наш образец. Как всегда, будем пробовать это делать на малыше. Маленький образец мы будем вязать из такой же пряжи, и эта пряжа хлопок 100% двойной мерсеризации, бегония турецкого производства и крючком 1,3 фирмы Тулип. Вяжем первую петельку и набираем 2 повторения узора. Это 2 по 20, будет 40 петелек. 1, 2, 3, 4, 5 и так до 40. Набрали цепочку из 40 петелек. 41 петельку мы провязываем для разворота. И начинаем вязание нашего узора. Наборочный вот этот вот ряд может считаться за первый ряд нашего узора. В таком случае мы вяжем уже второй. Провязываем первых 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Теперь по той же цепочке мы отсчитываем еще 14 столбиков без накида в каждую цепочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 мы провязываем полустолбик, протягивая его через 13 петлю. Смотрите, как я сделала. Я связала 3 отдельно, вернее посчитала 3 отдельно и 14 отдельно. Всех вместе это 17. По ходу вязания вы определитесь, как вам легче будет запоминать. Либо отсчитывать 17 столбиков без накида, либо 3, 14, а потом будет еще 3. В итоге от края мы связали 17 столбиков без накида. Теперь мы провязываем 3 воздушные петелечки. Ногтем я отмечаю 3-ю петлю и вяжу еще 6 воздушных петель. Теперь 3 накида на крючок. Возвращаюсь в первую петельку или же 1, 2, 3, 4 от края и провязываю столбик с 3 накидами. Воздушная петелька. Теперь под верхнюю цепочку у нас образовалось вот такое вот колечко. Под верхнюю дужку мы провязываем 9 столбиков без накида.
провязали. Воздушная петелька. И переходим к нижней дужке. И под нее мы вяжем тоже 9 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Воздушная петелька. Заходим в нашу первую петельку и сквозь нее мы делаем протяжной полустолбик без накида. Теперь берем еще 3 воздушные петельки и оставляем эту петельку. Вот что мы сделали. Вот наших 17 столбиков и вот такое вот у нас колечко на палочке. Теперь от начала ряда мы отсчитываем 1, 2, 3 и в 4 петельку. Входим крючком, подхватываем оставленную петельку и протягиваем ее через нашу 4 петлю. Под вот эту вот маленькую дужку мы провязываем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. По верхнему ребру нашего колечка мы вяжем еще 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Теперь с этой стороны колечка у нас тоже есть вот эта вот маленькая дужка, маленькая арочка. Под нее мы тоже провязываем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. И теперь по наборочному ряду до конца узора нам осталось связать 3 столбика без накида в каждую цепочку. 1, 2 и 3. Ну вот мы с вами связали первый раппорт нашего узора, половину в высоту. Теперь давайте свяжем второе повторение. Мы снова вяжем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Опять отсчитываем еще 14 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 мы делаем опять протяжной полустолбик через 13 петлю. Вяжем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Подхватываем ногтем 3, еще 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 накида на крючок. Возвращаемся в первую петельку или же в 4 от начала цепочки и провязываем столбик с 3 накидами. Воздушная петелька, под верхнюю дужку вяжем 9 столбиков без накида.
воздушная петелька. Теперь под нижнюю дужку колечка вяжем снова 9 столбиков без накида. Воздушная петелька. С первой петелькой мы соединяемся протяжным полустолбиком. Теперь 3 воздушные петельки. Оставляем эту петельку и возвращаемся к началу раппорта. У нас конец раппорта 3 петельки. 1, 2, 3 и начало 1, 2, 3. Получается, мы должны отсчитать от вот этого соединения 6 петелек. И в 7-ю зашли крючком, подхватили нашу оставленную петельку и протянули. Под эту арочку мы вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. По ребру мы провязываем еще 9 столбиков без накида. Под следующую дужку вот эту мы снова вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3 и завершаем наш второй раппорт. У нас еще 3 столбика без накида по наборочному ряду. Ну вот мы с вами связали первую половинку нашего раппорта. Вот так это выглядит. И вторая половинка у нас будет вязаться практически то же самое, только наши вот эти вот пузыри будут располагаться в шахматном порядке. Ну и, естественно, нужно будет хорошо обратить внимание на края, на канты. Ну, давайте примемся за следующую половину. Следующая половина у нас начинается с 6 воздушных подъемных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Разворачиваем вязание и мы делаем по этим кантам двойной подъем. Делаем 3 накида на крючок и делаем еще один подъем. Провязываем столбик с 3 накидами. Закрепили. Теперь провязываем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5 и заходим по верхнему ребру нашего колечка в первую петельку. Вот она. Провязываем столбик без накида. Снова провязываем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь посередине этого ребра провязываем снова столбик без накида. Мы провязали половинку нашего раппорта. Так как оно у нас смещается сейчас в шахматный порядок, то по краям теперь будет половинка и посередине будет целый раппорт, целое повторение. Снова вяжем уже целое повторение. 5 воздушных петелек. 2, 3, 4, 5. Заходим по ребру в последнюю петельку над колечком, провязываем столбик без накида. Снова 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И между раппортами
предыдущих двух рядов у нас есть 6 петелек. Мы отсчитываем 1, 2, 3. Вот 4 петелька, но мы заходим на ряд ниже, провязываем столбик без накида. И у нас тогда получится этот столбик без накида четко по центру. Опять провязываем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. Заходим по ребру уже колечко в первую петельку, провязываем столбик без накида. Опять 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Посередине снова столбик без накида. Опять 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Под конец ребра мы провязываем снова столбик без накида. И теперь мы вяжем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Это у нас еще по узору. И теперь мы сделаем вот здесь вот подъем. Вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И заходим в нашу последнюю петельку, провязываем столбик без накида. Опять вяжем 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем вязание и в 6 петельку 1, 2, 3, 4, 5, 6 провязываем столбик без накида. У нас с этой стороны тоже двойной подъем. И теперь мы вяжем второй ряд, провязываем под первую арочку 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Переходим под следующую арочку, снова вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. И вот эти вот 10 петелек это половинка раппорта, и они, когда узор будет располагаться в шахматном порядке, будут выглядеть вот так вот по кантам. А теперь вяжем полный наш раппорт, который теперь будет уже посередине. Под первую арочку провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вторая арочка, снова 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Третья арочка, еще 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Получилось, что мы связали уже 15 петелек раппорта, 15 столбиков без накида. И теперь под последней арочкой раппорта мы провязываем еще 2 столбика без накида. 1 и 2. У нас получилось уже 17. И вяжем теперь 3 воздушные петельки. Отмечаем ногтем еще 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 накида на крючок. Заходим в первую петельку или в 4 по началу цепочки и провязываем столбик с 3 накидами. Закрепили, воздушная петелька. Под верхнюю дужку вяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4
5, 6, 7, 8 и 9. Воздушная петелька. Теперь под нижнюю дужку мы тоже провязываем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Воздушная петелька. С первой петлей нашего колечка мы делаем соединительный протяжной столбик. Теперь вяжем 3 воздушные петельки и оставляем эту петельку, возвращаемся к началу раппорта. А начало раппорта у нас, вот, смотрите, 1, 2, 3. Над серединкой вот это вот колечко мы отсчитываем 1, 2, 3 и в 4-ю петельку входим крючком, подхватываем оставленную петельку и протягиваем. Теперь под эту дужку мы вяжем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. По ребру нашего колечка мы провязываем еще 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Теперь под следующую нашу дужку мы провязываем опять 3 столбика без накида. 1, 2, 3 и дужка, где мы связали 2 столбика без накида, нам остается в этой арочке связать по раппорту до конца раппорта. И еще 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Вот мы с вами связали полный раппорт в шахматном порядке. Теперь у нас остается еще одна половинка нашего раппорта. Это 2 арочки. Вяжем под каждую арочку по 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. И под следующую арочку мы снова провязываем 5 столбиков без накида. Шестой столбик без накида мы возьмем, провяжем в соединение наших подъемных петель и сделаем протяжной полустолбик. Ну вот мы с вами связали полный раппорт нашего узора. Вот что у нас получается. И далее наш узор будет повторяться с первого ряда, и этот переход мы сейчас с вами свяжем. Опять вяжем двойной подъем, вяжем 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваемся. 3 накида на крючок и в первую нашу петельку заходим, провязываем столбик с 3 накидами. Теперь мы вяжем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И провязываем столбик без накида над вот этой вот первой арочкой посередине. Провязали. Далее опять вяжем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5.
И следующий столбик без накида мы вяжем над следующим ребром посерединке. Теперь провязываем еще 5 воздушных петелек. 2, 3, 4, 5. И следующий столбик без накида мы делаем уже над колечком, в его начале, вот в эту петельку. 1, 2, 3, 4, 5. И следующий столбик без накида мы делаем над колечком уже посередине. Получается, мы связали 1, 2, 3, 4 арочки. Это и будет у нас, если по 5 петель под каждую арочку, 20 петелек. Мы восстановили полный раппорт нашего узора и теперь вяжем его второе повторение. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Заходим под конец уже нашего верхнего ребра колечка и провязываем столбик без накида. Опять 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И провязываем столбик без накида вот над этой арочкой посередине. Столбик без накида. И еще раз. 1, 2, 3, 4, 5. Последняя наша арочка. Посередине мы провязываем столбик без накида. Теперь вяжем последних 5 воздушных петелек узора. 1, 2, 3, 4, 5. И нашу последнюю петельку нам нужно связать еще двойной подъем. Вяжем 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Заходим в первую петельку ряда, провязываем столбик без накида. Теперь вяжем еще 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваемся и отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5. И в шестую петельку мы провязываем столбик без накида. И у нас снова есть двойной подъем с другой стороны. И теперь у нас вяжется второй ряд. И будет уже полноценное расположение двух раппортов. Провязываем под арочку 5 столбиков без накида. Под следующую арочку снова 5 столбиков без накида. Под следующую арочку 5 столбиков без накида. Мы уже связали 15 петелек раппорта. Под следующей арочкой, последней арочкой раппорта, мы провязываем еще 2 столбика без накида. И теперь вяжем 3 воздушные петельки. Отмечаем ногтем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 накида на крючок. Возвращаемся в первую петельку или же в четвертую петельку от начала. Провязываем столбик с 3 накидами. Воздушная петелька. Под верхнюю дужку нашего колечка провязываем 9 столбиков без накида.
воздушная петелька. Теперь под нижнюю дужку колечко мы провязываем еще 9 столбиков без накида. Воздушная петелька и соединяемся с первой петлей нашего колечка протяжным полустолбиком. 3 воздушные петельки, оставляем эту петлю и возвращаемся к началу нашего раппорта. Вот начало нашего раппорта. Мы отсчитываем 1, 2, 3 и в 4 петельку заходим крючком, подхватываем нашу оставленную петельку и протягиваем через эту 4. Под эту маленькую дужку мы вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. По ребру нашего колечка мы провязываем еще 9 столбиков без накида. Провязали. Теперь под следующую дужечку возле колечка мы провязываем еще 3 столбика без накида. И в последней арочке раппорта нам осталось связать еще 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Ну вот мы с вами связали уже начало второго раппорта, и у нас наши колечко опять располагаются по одной линии, не в шахматном порядке. Далее раппорт уже повторяется, и вязать мы с вами вместе уже не будем. Я думаю, что вы поняли, как вяжется этот узор. И получаются у нас вот такие вот симпатичные пузыри. Сейчас мы посмотрим еще раз наше полотно. Ну вот смотрите, какая красота получается. И такой красотой можно вязать очень интересные вещи. Конечно, здесь можно связать бактус или шаль, если хорошо подумать. Можно связать красивый палантин. Это самое простое. Но а если взять что-то посложнее, то таким узором я бы с удовольствием связала красивый вот такой вот неординарный летний кардиган. Было бы достаточно интересно. Надеюсь, вам этот узор понравился. Ну а тем, кто меня досмотрел до конца, я хочу кое-чем с вами еще поделиться. Между узорами я все-таки готовлю большой мастер-класс, и мы будем вязать с вами кардиган узором денежное дерево круглой кокеткой. По всем правилам, с вывязыванием на горловине обязательно ростка. Наш кардиганчик, естественно, будет на застежке. Ну, а далее я буду смотреть, что у меня будет получаться. И, скорее всего, я планирую, что этот кардиган будет еще и с капюшоном. Заодно на этом кардигане я покажу вам, как вывязывается капюшон. А это дело достаточно кропотливое, чтобы был капюшон красивый, пышный, как я говорю, в форме кобры. Но это все в будущем, пока я только готовлюсь. Я должна пройти сама весь процесс, чтобы потом внятно выложить вам мастер-класс. Но на сегодня, наверное, это будет все. Мы связали с вами красивейший узор, который вы обязательно положите в свои копилочки, в свои библиотеки вязания. А я пока буду с вами прощаться. До новых встреч, до новых идей. И до свидания вам.